Храп возникает вследствие вибрации мягких тканей гортани и глотки, обусловленной особенностями анатомического строения дыхательных путей человека. Хотя звук может быть мягким, в большинстве случаев он громкий и неприятный, достигающий громкости 112 дБ. Храп причиняет многим людям сильный психологический дискомфорт и связан с повышенным риском инсульта и сердечного приступа. Храп мешает спать самому храпящему человеку и находящимся с ним рядом людям и вызывает дневную сонливость, раздражительность и сниженную концентрацию внимания. Храп можно разделить на языковой, ротовой, небный храп и обструктивное апноэ во время сна. Эти разные типы храпа производят разные звуки. Храп возникает, когда язычок и мягкое небо непроизвольно расслабляются во сне и частично блокируют дыхательные пути, что приводит к нерегулярному потоку воздуха и вибрациям. Храп может быть обусловлен также неправильным положением челюсти из-за напряжения мышц, ожирением, при котором жир накапливается в области вокруг шеи. Другие причины включают закупорку носовых проходов, употребление алкоголя и других наркотических веществ, расслабляющих мышцы горла. Сон на спине может приводить к западению языка и храп. Новые исследования показали, что громкий храп связан с развитием атеросклероза сонной артерии, так как вибрации храпа, создавая турбулентность кровотока, повреждают эту артерию и способствуют развитию атеросклеротических бляшек, а также их разрыву и, как следствие, ишемическому инсульту. Лекарства обычно не помогают при лечении симптомов храпа, хотя они могут помочь контролировать некоторые его основные причины, такие как заложенность носа и аллергические реакции. Поэтому для борьбы с храпом в первую очередь рекомендуется изменение образа жизни. Храпящим людям рекомендуется сбросить вес, чтобы жир не давил на горло, бросить курить, так как курение ослабляет мышцы горла, избегать употребления алкоголя и седативных препаратов перед сном, так как они расслабляют мышцы горла и языка, которые сужают дыхательные пути, и спать на боку, чтобы язык не перекрывал глотку. Для борьбы с храпом используется также ряд других методов лечения, таких как спреи для повышения тонуса мышц глотки и полоски для носа, специальные приспособления для полости рта, называемые шинами для выдвижения нижней челюсти, которые слегка выдвигают нижнюю челюсть и тем самым вытягивают язык вперед. Как следствие, уменьшается громкость храпа и выраженность апноэ, остановки дыхания во сне. Ортопедические подушки предназначены для поддержки головы и шеи таким образом, чтобы челюсть оставалась открытой и слегка выдвигалась вперед. Это помогает ограничить закупорку дыхательных путей и приводит к снижению храпа. Аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях используется для контроля апноэ во сне и связанного с ним храпа. Это относительно безопасное лечение. Чтобы дыхательные пути оставались открытыми, устройство перекачивает контролируемый поток воздуха через гибкий шланг к маске, надеваемой на нос или рот. Для устранения храпа применяются и хирургические процедуры. При помощи увулопалатофарингопластики пытаются расширить дыхательные пути за счет удаления тканей задней стенки глотки, включая язычок. Однако эти операции довольно инвазивны и могут вызвать побочные эффекты – много рубцовой ткани. Радиочастотная аблация – это относительно новое хирургическое лечение храпа. При этой процедуре на мягкие ткани в задней части горла, такие как мягкое небо и язычок, воздействует радиочастотной энергией и теплом, вызывая рубцевание и уплотнение неба, что уменьшает его вибрацию и звуковой феномен храпа. Специальный электронный аппарат фиксирует появление храпа и посылает электрические сигналы через токопроводящие электроды на поверхность кожи человека в течение 5 секунд. И тогда храп уменьшается в связи с тем, что спящий человек меняет свое положение во сне. Игра на австралийской дудке диджериду тренирует верхние дыхательные пути, развивает мускулатуру и укрепляет ткани неба, носоглотки и гортани. Было замечено также, что профессиональные певцы редко храпят, поэтому, уважаемые зрители, предлагаю вам почаще петь песни.